Всем привет! Сегодня готовим конфеты из 3 ингредиентов и за 10 минут вашего времени. Феноменальный рецепт, как по мне, потому что конфеты безумно вкусные и интересные. Печенье перекладываем в чашу блендера и измельчаем до мелкой-мелкой крошки. Скажу сразу, если у вас нету блендера, можете печенье переложить в герметичный пакет и сверху, к примеру, постучать скалкой. А бананы должны быть очень сильно спелые, чтобы потом вы их могли с легкостью измельчить вилкой. Если вы также будете использовать блендер, то пересыпайте печенье в глубокую миску и следом в этот же блендер поместите бананы. Взбивайте до образования гладкой кремовой текстуры. Или же, если хотите, все пропустите через мясорубку. Банановое пюре перекладывайте к печенью. Тщательно вымешиваем ложкой, чтобы была однородная текстура. Если в процессе вымешивания вы увидите, что есть кусочки неразмельченного печенья, рекомендую их убрать, чтобы сами конфеты выглядели как можно больше ровнее. Сейчас нам нужно скатать шарики одной величины. Я буду использовать ложечку маленькую для мороженого. Как только вы скатаете, сделайте в центре углубление, если вы хотите вовнутрь что-то положить, но это уже по вашему желанию. Я добавляю обжаренный очищенный фундук. Можно добавить миндаль, любой орешек, либо шоколадную пасту. Но вот по поводу шоколадной пасты я бы не рекомендовала, так как шарик не будет держать так прямо свою форму. Вы не представляете, насколько удобная в работе эта масса. Не прилипает вообще к рукам и прекрасно держит свою форму. Также по желанию рекомендую попробовать на вкус саму основу. Может быть, вам не будет хватать сладости. Тогда можете добавить, к примеру, стевию, мед, либо сахарную пудру, все, что вы захотите по желанию. Либо также по желанию можете добавить ароматизатор. Пару капель миндального ароматизатора, либо рома. И катать одинаковые шарики можно не только с помощью ложки для мороженого. Если хотите, в принципе, можете сделать это и на глаз, либо же скатать колбаску и порезать одинаковые кусочки, потом обкатать в шарики, либо же уж совсем можно взвесить каждый шарик на весах. Я думаю, весом примерно по 30-25 грамм. Растапливаем шоколад удобным для вас способом. Можно сделать на паровой бане, в сотейнике с толстым дном на минимальном огне, либо же в микроволновке. Я выбрала микроволновку и растапливала в течение 2 минут. Достаем, добавляем растительное масло без запаха. Не пугайтесь, его абсолютно не чувствуется во вкусе, просто нам нужна именно такая гладкая, тягучая консистенция. Добавили растительное масло, перемешали, и шоколад готов. Каждый шарик обильно покрываем шоколадом, удаляем остатки шоколада об край миски и перекладываем на поверхность, выстеленную пищевой пленкой либо же пергаментом. В идеале вообще использовать, знаете, решетку, которая будет подходить по размеру, чтобы вы могли поставить все конфеты в морозилку либо в холодильник. У меня такой решетки по размеру нету, поэтому я использовала обычную разделочную доску и покрыла сверху пергаментом. Вы видите, что я использую специальный инструмент для работы с шоколадом. Если такого инструмента у вас нет, вообще не беда, у меня просто был, поэтому использовала. Используйте в вашем случае просто обычную вилку, с ней получается не менее прекрасно.
Конфеты охлаждаем в морозилке 15 минут, либо же в холодильнике 1 час. Достаем и украшаем. Переложила оставшийся шоколад в маленький пакетик, сделала маленькую дырочку и украшаю вот таким образом. Дополнительно по желанию можете посыпать мелко дробленными орешками, кокосовой стружкой, либо же тертым шоколадом. Если пренебречь предварительным охлаждением, такого четкого выраженного рисунка, к сожалению, не получится. Снова охлаждаем конфеты и потом перекладываем вот в такие формочки. Конфеты хранятся в холодильнике сроком до 1 недели. Я просто переложила их в форму, в которую потом могу поставить в холодильник. Дорогие друзья, огромное спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Обязательно приготовьте эти потрясающие вкусные конфеты. Те, кто их пробовал, был просто в восторге от того, какие они вкусные. А когда говоришь, что из 3 ингредиентов, так они вообще в шоке. Спасибо вам еще раз. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Желаю вам приятного аппетита и до скорой встречи.